Продолжаем наши обзоры. И сегодня я скажу, это не финансовая рекомендация, это то, как мы видим рынок, это то, как мы анализируем, делимся с вами, друг с другом, входим в сделки положительные, отрицательные, но рассчитанные по риск-прибыли, по риск-менеджменту и на дистанции дающие прибыль и рост депозита. Начали в субботу, стояли мы в лонговой позиции, вот как это выглядело. Скорее всего, что была наша позиция чуть выше, но так как за счет усреднения я снизил стоимость вот до этих пор, да, усреднялся, пока рынок шел вниз, переставляя стоп-лосс все ниже и ниже. В конечном итоге стоп-лосс у меня остался здесь и ждал выхода наверх. Ночью 26-го, наверное, в час утра, когда еще работал, и вообще я находился все время в лонговых позициях, потому что у меня было мало времени мониторить рынок, следить за шортовыми позициями. И когда вот рынок чуть подрос, да, я увидел прибыль, это была незначительная прибыль, получилось сделать всего лишь 51 цент, да, и это составило 2,19%, потому что были большие усреднения. Но я был очень рад, что я вышел, да, в плюс, хотя у меня состояла позиция вот до этих пор. И если бы я досидел до 15.70, по-моему, у меня была позиция, да, стояла, take profit. Если бы я досидел, то у меня бы покрывалось, во-первых, и субботние, и воскресенье, и еще и в понедельник бы, наверное, хватило запаса. Но я испугался, тут я вышел, потом увидел, как рынок пошел вниз, и потом, соответственно, дальше он ночью начал расти. Здесь я заходил еще 2 раза в лонговые позиции и отторговал 8 центов и 16 центов к депозиту. И с утра сегодня зашел, думая, что все-таки лонговая, но и опять очень много дел в данный момент. И пока сижу вот на уровне 15751, есть у меня возможность тоже усредниться. Я жду, когда рынок может опуститься даже до 15300, вот в этот район, да, чтобы усредниться и понизить свою точку входа. Ну так, глядя на график, совершенно непонятно, по какому принципу ты входишь, но вот за исключением истории, которая на предпоследнем, да, здесь я вижу, что была первая точка, вторая, третья, и на четвертой, похоже, ты входил, здесь логика прослеживается, да, но вот на нисходящем тренде ты попытался войти в сделку, я имею в виду, которая была и здесь, которую ты рассматривал самую первую, то, в общем-то, здесь я не совсем понимаю твой вход. Но я понимаю, что есть понятие на отскок, но все-таки должны быть какие-то маркеры, что отскок состоится. Неважно, у каждого своя стратегия, у тебя своя, у меня своя, мы ими делимся, и у нас рождается какая-то хорошая общая из двух, и даже мы общаемся с другими трейдерами, и что-то можем брать еще и у них. Ну, а я поделюсь, как себя ведет вообще Магик, как ведет себя рынок, на мой взгляд, и мы посмотрим, чего, возможно, какие-то будут у нас движения, куда показывают пока технический анализ, и что я могу сказать по Магику, если убрать все элементы рисования. Еще убрать и индикаторы. Мы плавно снижаемся. Да, у нас каждый следующий лой ниже предыдущего, если вот смотреть по лоям. И точно так же у нас хаи пока не обновляются. И здесь заходить, ну, скажем так, в лонговую сделку большого, серьезного входа я не вижу. Тем более, если брать мой принцип, да, вот здесь вот я бы поставил уровень смены тренда для данной конкретной ситуации, за которым бы я наблюдал, мы его прошли ниже, и если подтвердим снизу, я сразу же буду брать шортовую сделку, поскольку, напомню, здесь нисходящая структура у нас строится, даже она не и выше, если посмотреть, но здесь вот, скажем так, такой уровень, который мы чуть-чуть обновили, и поэтому буду наблюдать за данной ситуацией, в лонг пока не планирую. Ну и за высокой доминацией биткоина я постоянно слежу, кто смотрел наши видео, они это знают. Она у нас на данном этапе по-прежнему не падает ниже 64, это очень много. В принципе, инвесторы по-прежнему доверяют биткоину, и как информационный фон, и все остальное говорит о том, что, в
принципе, биткоин пока силен, и в него надежно можно инвестировать и так далее, это может сыграть, ну, скажем так, злую шутку со многими, кто в это поверит, поскольку мы помним, что есть неперекрытые зоны, которые мы называем имбалансы или зоны неэффективной проторговки, которые я показывал неоднократно, что они видны у нас на бирже CME, да, и, как правило, можно искать на графике признаки, да, когда цена возвращается, чтобы их перекрыть вот здесь, вот этим местом. Да, наверное, надо все-таки рисовать. Да, вот, скажем, вот это у нас зона не перекрыта, здесь у нас зона не перекрыта, и вот здесь мы вот этим местом перекрыли вот эту зону, вот это мы перекрывали вот эту зону, то есть можно много мест, можете самостоятельно поискать, где мы перекрывали зону неэффективной проторговки, так называемую, или быстрого роста цены. Но пока волатильность у нас внизу, всегда нужно ждать подвоху, что она сделает вот такой выстрел вверх, это значит, что рынок будет штормить. В целом, сегодня выходной на американском рынке и, по-моему, даже на европейском. Сегодня такое вялотекущее движение то вверх, то вниз. Возможно, ночью будет либо рост, либо падение. Ну, судя по графикам, больше похоже на снижение рынка. Однако последние дни по ночам рынок отрастает. Поэтому сложно четко определить направление движения на сегодня. Но пока, скажем, каких-то предпосылок на то, чтобы был обвал, тоже нет. Да, если смотреть на график биткоина, здесь четкий восходящий тренд. Вот в этом месте на дневке я буду, 105,5 считаем, да, будет, я буду сильно наблюдать за этим местом. Когда мы к нему вернемся, возможно, мы просто обновим хай и пойдем дальше. Как будет, так будет. Вот это место буду ждать, буду за ним наблюдать, и, возможно, мы совершим какое-то там вот такое движение и пойдем выше, либо же мы совершим вот такое движение и пойдем ниже, перекрыв вот этот вот имбаланс. Но в худшем, конечно, случае перекроем вот этот имбаланс. Да, кто знает, наблюдает за всеми новостями, кто очень глубоко погружен в крипторынок, то сейчас совсем недавно зажегся так называемый золотой крест, который знаменует продолжение роста биткоина. Обычно, как правило, но перед этим ростом всегда может быть откат, потому что там в 4 случаях из 5 обычно сначала цена откатывается, а потом уже растет. Ну и здесь мы довольно прилично росли, поэтому вполне можем как минимум вот эту зону перекрыть. Если вы хотите узнать, что такое золотой крест, имбалансы и неэффективная проторговка, там любые термины, которые мы применяем в процессе наших встреч, пишите, пожалуйста, в комментариях, мы ответим с радостью на ваши вопросы, это будет делать интересней контент наш, и вас немножко более продвинутыми, если вы не очень любите самообразовываться. Спасибо большое, все понятно. Тогда встретимся завтра, проанализируем, где находимся и как выходить из тех позиций, которые я зашел, например, да, или что делать, если рынок все-таки ночью не отрастет. Ждем от вас комментариев, подписок, а также активности любой. И встретимся завтра.